Сейчас я скажу фразу, от которой любой диетолог начинает чесаться. Супермаркет – это не магазин еды, это амбициозная выставка химпрома. Серьезно, мы туда ходим будто в храм вкуса. Колбы, полки, стеклянные витрины, слоганы уровня «натурально», «фермерское», как у бабушки. И мы как на экскурсии по гастрономическому Эдему. Вот только Эдем тут один для маркетологов, а для нас театральная постановка, где продукты играют роли еды. Причем играют хорошо: костюмы, грим, спецэффекты, иногда даже лучше настоящей еды. Настоящая портится, а фейк живет дольше некоторых браков. На этикетке счастливая корова, внутри пакета депрессия коровы, разведенная стабилизаторами. На банке с медом пасечник в тельняшке, на самом деле сироп, который ни одна пчела в жизни не видела, даже в Инстаграме. Мы живем в мире, где васаби – это хрен в гриме, кремовый сыр – это пластик с дипломом кулинарии, рыба – это серый комок, которому сделали макияж изнутри, а полезный напиток на деле несет столько сахара, что диабет приходит сам, без приглашения. И самое забавное, мы давно привыкли. Мы даже защищаем любимые бренды как токсичных бывших. Нет, он не такой, он может быть хорошим. Но сегодня без терапии, без мягких слов, без бережного отношения к вашему питанию. Сегодня мы снимаем маски, продукт за продуктом. 25 гастрономических артистов, которые столько лет притворялись едой, что сами в это поверили. Это не лекция по ЗОЖ, это вскрытие продуктовой корзины с хрустом правды и запахом разрушенных иллюзий. Вы на канале Сломанная история. Отодвиньте тарелку и пристегните желудок. Сейчас будет вкусно неприятно. Васаби – зеленый хрен в театральном гриме. Вы думаете, что васаби – это дух Японии, что его натирают где-то в Киото под звуки флейты сякухати, пока самураи вежливо кивают? Правда, скучнее и больнее. Настоящий васаби – растение, которое растет хуже, чем ваш кактус на подоконнике. Оно капризное, дорогое, и килограмм стоит как авиабилет в Токио. Его нужно натирать на терке из акульей кожи. И есть сразу. Через 15 минут вкус исчезает. Поэтому то, что лежит у вас в суши-баре – хрен, горчица, крахмал, зеленый краситель Е132 и слеза японского маркетолога. Это не васаби, это наш старый деревенский хрен в аниме-костюме. На языке – огонь, в душе – обман. Крабовые палочки – рыбные сосиски с кармином. Крабовая палочка не видела краба даже на картинке. Это как назвать манекен человеком. Форма похожа, содержания нет. Основа сурими, то есть рыбный фарш из всего, что не продали целиком. Минтай, путассу, хек, морские остатки. Эту смесь многократно промывают, пока не остается белый безвкусный белок. Идеальная заготовка для любого обмана. Дальше. Крахмал, соя, сахар, ароматизатор вкус краба, яичный белок, краситель кармин, тот самый из насекомых. Красная полоска сверху – косметика, чтобы создать иллюзию благородства. По сути, крабовая палочка – рыбная сосиска, решившая, что она аристократ. Трюфельное масло – духи на основе нефти. Когда вы видите слово «трюфель», мозг рисует Италию, лес, свиней-трюфельеров и богатую жизнь. Когда вы открываете бутылочку трюфельного масла, вы чувствуете парфюм. И неудивительно, в 95% случаев никакого трюфеля там нет. Главная нота – синтетическая молекула 2,4-дитиапентан. Она действительно есть в настоящих трюфелях, но лаборатории производят ее в 1000 раз дешевле. Нефтехимия плюс растительное масло равно аристократия в вашей кастрюле. Вы думаете, что добавили роскошь, на деле пшик из пробирки. Бальзамический уксус – сладкая крашеная кислятина. Настоящий бальзамический уксус выдерживают минимум 12 лет, в деревянных бочках, под контролем профи, со вкусами, которые можно разбирать как вино. Выдержка повышает цену, иногда до 200 евро за 100 мл. То, что вы покупаете в супермаркете. Винный уксус, карамельный краситель, сахар, стабилизаторы, ароматизатор, бальзамик. Если в составе есть слово «сахар» или «краситель», это не уксус. Это подкрашенная кислая вода, выдающая себя за итальянский люкс. Ролекс с рынка. Красиво, но фальшиво. Кленовый сироп. Кукурузный сироп с ароматом Канады. Настоящий кленовый сироп делается из сока дерева. 40 литров выпаривают, чтобы получить 1 литр густого янтарного чуда. Это труд, холод, фермеры, трубы в лесу. Магия. То, что стоит на полке за 200-300 рублей, это глюкозно-фруктозный сироп, аромат клен, обычно из пажитника, карамельный краситель, загуститель. То есть банка сладкого клея, который притворяется Канадой. Вы думаете, что поливаете панкейки природой. Вы поливаете панкейки кукурузой в маскарадном костюме.
Белый шоколад – брикет сладкого жира. Белый шоколад – это как член семьи, который на самом деле приемный, но всем неудобно сказать правду. Для того, чтобы продукт назывался шоколадом, он обязан содержать тертое какао, черную, ароматную, горькую основу. В белом шоколаде его нет вообще. Ноль. Вакуум. Яма. То, что вы едите. Масло какао, и то не всегда. Сухое молоко. Жиры растительные. Сахар в количествах, способных поднять мамонта. Белый шоколад – это сладкий косметический вазелин, замаскированный под десерт. Черника в кексах. Синяя нефтехимия. Вы думаете, что в маффин добавили лесные ягоды, собранные девственницами под хруст утреннего тумана? Нет. Настоящая черника дорогая, течет при выпечке и делает тесто серым. Некрасиво для маркетинга. Поэтому вместо ягоды там кукурузный сироп, крахмал, гидрогенизированные масла, аромат черника, красители, синий номер 2, красный номер 40. Это пластилиновые шарики, притворяющиеся ягодами. Они не портятся, не текут, не стареют. И переживут вас, меня и любую ядерную зиму. Ваниль. Привет от нефтехимии, раньше от бобров. Сладости с ванилью – это всегда звучит дорого, уютно, почти духовно. Вот только орхидеи, из которых делают настоящую ваниль, стоят как ипотека. Поэтому почти весь ванильный вкус в мире – это ванилин, синтетический аромат. Где его делают? Раньше из касториума, выделения анальных желез бобра. Да-да, вы правильно прочитали. Сейчас из гвайакола, нефтехимия, лигнина, побочка от целлюлозных заводов. По сути, ваш ванильный десерт пахнет либо переработанной древесиной, либо переработанной нефтью. Но пахнет вкусно. Победила химия, а не романтика. Йогурт с клубникой – розовый жук в баночке, кармин. Вы открываете баночку, розовый цвет, запах ягоды, ощущение пользы. Правда, такая же сладкая, как ложка соли. Если в составе написано «краситель кармин», это не клубника. Кармин делают из кошенили, маленьких насекомых-паразитов, живущих на кактусах. Процесс. Собирают десятки тысяч жуков, сушат, перемалывают, превращают в красный порошок. Этот порошок и окрашивает клубничный йогурт. Клубника в этой баночке может быть минимумом, а вот жучков там максимум. И все, чтобы цвет казался натуральным. Бэйби-морковь. Токарный станок в мире овощей. Эти маленькие оранжевые пули выглядят так, будто их аккуратно вырастили где-то в саду у эльфов. На деле это морковный секонд-хенд, пропущенный через комбинат красоты. Схема простая. Берут большую кривую старую морковь, обрезают все до формы цилиндра, шлифуют, чтобы блестело, купают в растворе хлора, чтобы не плеснело. Это не бэйби, это морковные обрубки, которым сделали татуаж и ламинирование. Маркетинг, уровень «сделай не кондицию премиальной». Красная рыба – серая рыба с внутренним макияжем. Вот эта красивая розовая сёмга. В дикой природе она действительно розовая, из-за рациона из креветок и криля. Но фермерской рыбе никто креветки не покупает, она ест комбикорм. Настоящий ее цвет тускло-серый, как понедельник в ноябре. Чтобы вы не убежали от витрины, рыбу кормят красителями по каталогу Салмофан, да, как палитра краски в строймаде. Подбирают оттенок от нежно-розового до ядерный коралл. Подают как натуральную сёмгу. Вы едите рыбу, которой сделали макияж изнутри. Апельсиновый сок – оживший труп с ароматизаторами. Фраза «100% сок» звучит бодро и солнечно, но сначала его убивают, чтобы он долго жил. Процесс. Удаляют кислород, аромат улетучивается, вкус исчезает, сок превращается в безвкусный консервированный труп. Годами хранится в гигантских резервуарах. Перед розливом ему возвращают вкус с помощью Flavor Packs – ароматических смесей от парфюмерных компаний. Потому апельсиновый сок одной марки всегда на вкус одинаковый. Не потому что апельсины стабильные, а потому что запах рисуют вручную. Это парфюмированный зомби-джус. Маслины – зеленые оливки, покрашенные в черный железом. Настоящие черные оливки существуют, но собирать их – ад для любого производителя. Они мягкие, мгновенно мнутся, теряют товарный вид, поэтому почти все магазинные маслины – это обычные зеленые оливки, вымоченные в щелочи, насыщенные кислородом, покрашенные глюконатом железа. Да-да, железо. Оно и дает этот ровный, музейный черный цвет. Маслины – это оливки, прошедшие черную металлизацию. И да, металлический привкус это не показалось. Тертый пармезан, паста из опилок, целлюлоза.
Вы думаете, что покупаете уже натертый сыр, потому что удобно? На самом деле вы покупаете фармацевтический учебник по целлюлозе. Чтобы сыр в пакетике не слипался в ком, в него добавляют древесную массу. Ту самую, из которой делают бумагу. В составе это скромно называют целлюлоз паудер. Разрешено до 10% опилок, это легально. Вы посыпаете пасту не пармезаном, а сырно-опилочной стружкой, которой в мебели не хватило чуть-чуть до табуретки. Чипсы в тубе, картофельные ДСП. Идеальная форма, идеальная кривизна, идеальная укладка штабелем – это не чипсы, это строительные материалы со вкусом картошки. Принцип тот же, что у ДСП. Берут картофельную муку, смешивают с крахмалом, водой и кукурузной мукой. Раскатывают в лист, вырубают одинаковые овалы, выгибают формой, жарят. Это не картофельные ломтики, это жареное картофельное тесто, вырезанное пресс-формой. Хрустит красиво, но ровно так же хрустит и коробка. Соевый соус, кислотный гидролиз за 3 дня. Настоящий соевый соус живет полгода в бочках, как приличный напиток, а то, что вы макаете в роллы, делает карьеру в лабораторной центрифуге. Технология быстрого соуса. Соевый жнык заливают соляной кислотой, кипятят сутки, гасят щелочью, фильтруют, додают краситель и ароматизаторы, солят так, что мозг скукоживается. И все, 3 дня и готово. Это не ферментация, это химический побег из кухни, бонусом канцерогенные хлорпропанолы. Плавленый сыр, плавленый пластик для еды. Эти идеально квадратные ломтики ведут себя подозрительно идеально, и не просто так. Перед вами сырный Франкенштейн. Что внутри? Сыворотка, растительные жиры, эмульгаторы, стабилизаторы, цитрат натрия. Никаких 100% молочных продуктов. И да, если поджечь такой ломтик, он не расплавится, а будет гореть как пластик, источая запах химлаба. Это съедобная модель пластмассы, которую удобно класть на бургер, потому что она ведет себя как пластик, а не как сыр. Бульонные кубики, соленый реквизит вместо курицы. «Насыщенный куриный бульон за минуту!» – кричит реклама. Давайте честно, курица в этом продукте даже не была на собеседовании. Реальный состав: 70-80% соль, растительные жиры, привет пальма, глутамат натрия, ароматизаторы, красители. И где курица? В самом конце состава в виде следов высушенного костного порошка. Кубик – это соленый бульонный спектакль. Вы пьете не курицу, а горячий рассол, который замаскировался под домашний суп. Мед – ультрафильтрованная подделка из сиропа. Мед – продукт, который легче всего обмануть. Вы видите прозрачную янтарную жидкость без кристаллизации, как в рекламе, и думаете – идеальный мед. Идеально, да, но не мед. Большая часть промышленного меда проходит ультрафильтрацию, из него удаляют всю пыльцу. Зачем? Чтобы скрыть происхождение. Чтобы никто не узнал, что мед прилетел не с поля, а из смеси китайского сиропа. Чаще всего это рисовый сироп, кукурузный сироп, сахарная патока. Пчелы этот мед не видели так же, как панда Евровидения. Если он не кристаллизуется месяцами, поздравляю, перед вами пищевой глянец, а не продукт улья. Зеленый чай в бутылке, сладкая газировка под маской дзена. Этикетка обещает здоровье, антиоксиданты, восточную гармонию, но откройте состав и вы увидите сиропный хоррор. В бутылочном зеленом чае сахара столько же, сколько в коле, иногда 1,5 раза больше. Самого чая следы. Польза антиоксидантов убита консервантами. Это не напиток долголетия, это газировка без газа, но с маркетингом просветления. Пить его все равно, что медитировать в Макдональдс. Формально можно, но польза сомнительная. Оливковое масло Extra Virgin. Мафиозный коктейль. С подсолнечным маслом Extra Virgin это почти религия. Красивая бутылка, слова «первый холодный отжим», намеки на Италию, оливковые рощи, фермеры в шляпах. Реальность. Рынок оливкового масла – один из самых коррумпированных в мире. Существуют целые агромафии, мешающие дорогой продукт с дешевым. Подсолнечным маслом, соевым, рапсовым, красителем хлорофиллом, ароматизатором бета-каротином. В итоге элитное масло – это коктейль из дешевых жиров, покрашенный так, чтобы мозг поверил в Италию. 70% Extra Virgin на массовом рынке – фальсификат. Вы жарите картошку на смеси, за которую переплатили в 5 раз. Настоящее масло настолько редкость, что его пора продавать под прилавком как антиквариат. Мясной клей, трансглутаминаза. Стейк из пазла. Стейк – идеальный круглый медальон, ровная текстура, выглядит как премиальный кусок. Но это не вырезка, это мясной коллаж. Существует порошок под названием трансглутаминаза или мясной клей. Он склеивает любые обрезки так, что на утро получается монолит, который не рвется, не распадается, жарится как цельный кусок.
По качеству Франкенштейн филе, по цене как за настоящую вырезку. Вы думаете, что едите элитную говядину? На самом деле это пазл из обрезков, склеенный ферментом, который в природе отвечает за свертывание белков. Это не стейк, это лего для взрослых. Магазинный шашлык – бальзамированная тухлятка. Готовый шашлык в ведре – это не маринад, а последний приют грустного мяса. Правило супермаркетов простое. Если кусок начинает пахнуть вечностью, его не выбрасывают, его маринуют. В ход идет все. Уксус в промышленных дозах, тонна лука, майонез, который убивает запахи как палач, специи, способные воскресить даже древний труп. Этот маринад не про вкус, он про сокрытие биографии мяса. Вы жарите не шашлык, вы жарите вторую жизнь протухшего белка. И удивляетесь, почему после дачи живот прихватило. Гребешки – штамповка из ската и акулы. Идеально ровные белые кружочки гребешков по смешной цене – это не находка, это вырубка. Производители берут дешевую рыбу, крылья ската, куски акулы, пропускают через пресс-форму и получают гребешок. Чтобы текстура была мягче, его вымачивают в фосфатах. Чтобы он набрал воды, буквально накачивают влагой. В итоге вы покупаете не деликатес, а морскую котлету, вырезанную дыроколом. Настоящий гребешок нежный и дорогой, а это дешевая рыба, прошедшая школу пластической хирургии. Бутилированная вода – дорогая вода из-под крана. Бутылка чистой благородной воды. Этикетка – горы, ледники, пастушки поют, ангелы фильтруют капли через облака. А теперь внимание! Если на обороте написано «вода очищенная», «централизованный источник», категория 1, то вы держите в руках обычную водопроводную воду, которая прошла второй раунд фильтрации, сделала селфи и пошла на полку с видом на Альпы. Это самый прибыльный обман в истории продовольствия. Производители берут воду, которая стоит копейки за кубометр, наливают ее в пластик и продают вам по цене бензина. Или лучше, вы платите не за воду, вы платите за иллюзию, что кран в вашей квартире – это угроза, а бутылка с красивым шрифтом – спасение. На деле это та же жидкость, что течет у вас дома, просто ее свозили в кругосветку через конвейер и маркетолога.